Пориньте у літо 4G без ліміту. Качайте аж до кінця липня. Всем привет, ребята! У нас начинается новая неделя. Я приехала на буткемп не с пустыми руками, а именно с подарочками от Kyivstar. Это стартовые пакеты, благодаря которым ребята смогут общаться с друзьями и близкими в любое время суток. Здесь безлимитные звонки на Kyivstar, также 150 минут на звонки на другие операторы, включая звонки в Италию, в Польшу и в Россию, что, в принципе, так актуально для наших ребят. Также у них будет возможность вести свои соцсети, просматривать наш канал на YouTube, смотреть стримы на Твиче без ограничений. И еще Kyivstar придумал очень крутую штуку. Это 4G лето без лим. То есть безлимитный интернет на целое лето. Да, вот смотрите, вот здесь вот номер телефона. Вы можете выбирать, который вам нравится больше всего. Это целое лето безлимитного интернета. Поэтому вы сможете абсолютно на все соцсети и на да, здесь, разные ресурсы, да. или не так работает? Да, это все так работает. Имба. Как iTunes. Смотрите, безлимитный. На Facebook, на Twitter, Viber, Telegram. Лекция проходит здесь, а игровая зона выше. Вот. Брендинг самих наших партнеров. Пуфы тоже по другим этажам. Я Павел Даньман, директор по маркетингу в компании Kyivstar. Я, наверное, был тем человеком, кто был при зарождении этой дисциплины вообще у нас в стране. Я помню первый компьютерный клуб, который открылся в КПИ. Это был 98-9 год, где-то так, клуб Enter, и там проводился один из первых турниров. Это тогда был еще по Quake'у 2. Нет, я тогда не был настолько хорош, чтобы участвовать в турнире, но зрителем я точно был. Вот раньше много играл, пока был студентом, потом какое-то было затишье, и недавно я таки вспомнил, что хочу играть, и пошел купил себе PlayStation. Вот на PlayStation как-то получается играть, а вот хардкорные игры на компьютере как-то не тянет. За Нави периодически слежу, честно. Смотрел раньше финалы какие-то по Старкрафту, по Доте смотрел. Нави — это культовая вообще команда для молодежи. И поэтому мы, как большой оператор, который действительно хочет укреплять взаимоотношения с молодежью, мы пошли в это партнерство, чтобы быть ближе к молодежи и предлагать как раз молодежи те продукты, которые у нас уже есть в наших тарифах и наших условиях. Я думаю, что два больших таких бренда, которые являются культовыми в этой стране, как мобильный оператор номер один в стране и команда, которая является тоже номер один как в стране, да и в целом в мире, могут найти взаимодействие. Я смотрел пока начальные блоги, вот я не дошел еще до последних. За кого буду болеть, наверное, выберу через пару недель. Вот прошлую неделю ребята разъехались на каникулы по домам. Ты оставался на буткемпе. Ты успел за эту неделю как-то отдохнуть, перезагрузиться? Если честно, то как-то не очень чувствуется, что я отдохнул, потому что мы здесь как бы пятеркой играли постоянно и как бы и фильмы смотрели, но в то же время как бы и отдыхали, но в то же время как-то чувствуется напряженность, когда мы играем между собой браки. И в сравнении с той пятеркой, с которой мы играем, они вот чувствуют, что они отдохнули, они вот, у них нет никакой там конфликтов, не возникает, нет такой рутины, а вот у нас вот мы как-то вот напряженно играем, вот особенно после последнего турнира, который мы сыграли на MSI, вышли там на ХЛТВ, поиграли, проиграли. Но я чувствую, что мы не отдохнули. Надо как-то расставить приоритеты и просто, я считаю, вот так вот. То есть на следующий ваш отпуск, который будет у вас уже через 3-4 недели, ты наверняка поедешь домой? Не. Останешься? Да, у нас тут просто мы вышли там на одну квалификацию, вот, и нам надо ее сыграть. Там 8 команд будет участвовать, 8 квалификаций, вот мы первые прошли. И, получается, будем играть на следующих выходных. Я, Поря, Артист, Аункер и Копач. То есть все, кто оставался как раз да, на это время. Какая у тебя цель на эту неделю и какая цель у вашей команды на этих планах? Да мы, на самом деле, сильно готовиться, думаю, не будем. Мы как бы микс, вот, и, собственно, до времени не очень-то много будет. Мы будем тут миксоваться, и не думаю, что будет много времени подготовиться. А так вообще на неделю планы такие, что просто прогрессировать в Counter-Strike, потому что сейчас у нас неделя Counter-Strike начинается, соответственно, больше времени будем в это вкладывать, и как-то хочется больше развиваться в индивидуальном плане.
у тебя в сторис призовой чек на кругленькую сумму. Да. Так что хвастайся. Ну, позвал брат на лан, сходили, выиграли. Не знаю, чем хвастаться. Ну, уверенно победили. А какие еще команды принимали участие? Я знаю, мы против Смайка играли. Смайк, Новел, там вот эти. Вы заняли первое место. Да. Но это было несложно. Я думаю, что нет. Ну, там мы проиграли в верхней сетке один раз. 2-0 проиграли. Потом этих же типов выиграли 16-7 и 16-8, по-моему. Тебя уже начали узнавать в компьютерных клубах, на турнирах? Ну, я когда сидел, там ко мне пару парней пришло, спросило, как дела в Нави. Я на лане был с Кинзором, с Айваном, с чуваками, которые все ланы забирают, когда приходят. Твои тиммейты следят за проектом Нави Спортскэмп? Может быть, кто-то подавал заявку к нам на проект? Ну, не все, но я знаю, есть пару человек, которые следят за ним. И тем не менее прошел именно ты. Так вышло. Ты всегда очень самокритично к себе относишься. Но сейчас ты уже доволен своим результатом? Нет. Почему первое место? Ну, потому что надо еще жестче. Вот так. Да, вообще без шансов 16-2 их всех закрывать. После турнира ты полетел уже на заслуженный отдых в Турцию. Как отдохнул? Я отдохнул очень круто. Выспался наконец-то? Наконец-то выспался. Я чувствую то, что мне этот отдых пошел на пользу. Прям чувствую, хочется работать, хочется играть, хочется тренироваться и выиграть. То есть, получается, на этой неделе ты практически не играл в КС? Я вообще не играл в КС. То есть буквально пару часиков стрима и Да. все? Соскучился за буткемпом? Так капец, как соскучился за игру. Вот сейчас идут тренировки по психологии, ну, вообще сейчас больше мы про КС общаемся, но все равно так играть хочется. Какие у тебя планы на эту неделю? Я планирую очень сильно тренироваться, очень сильно стараться, чтобы доказать, что я могу. Это дело каждого, я считаю, голосовать за кого, за меня или там за какого-то, грубо говоря, артиста. Ну, просто голосование голосованием, каждую неделю оно меняется, но инстаграмчик всегда остается вот здесь вот, и как бы все будет четко, если подпишитесь. Спасибо. I can be kind, I can be nice. Carry me once, I'll carry you twice. Как ты вообще научился играть на гитаре? Кто тебя научил играть на гитаре? Как я сам захотел, научился. Просто по туториалам на YouTube или таким образом? Да. Почему именно гитара? Всегда как-то хотелось на гитаре именно. Притягивает. Это так романтично, так сказать. И на меня посмотрел. Обычно я дома сижу, у себя в комнате играю, что-то иногда семье играю часто. Они слушают. Какие-то советы дают. Короче, если расстанемся, после буткэмпа, будем заходить в TeamSpeak, ты будешь мне играть, я буду петь. Андрюха, у тебя есть Возможно. какая-то любимая песня, которую ты любишь исполнять на гитаре? Ну, это хороший вопрос. У меня есть одна любимая песня. Все серьезно. Serious shit пошли. Вы ее знаете? Одно слово подпеваю вечно. Парус. Типа, да, я тут. Все хорошо. Я живой. Я в команде, я с вами. А ты сыграешь мне бумбокс вахтера? Да, сейчас. Друзья, напишите в комментариях, какой бы вы трек хотели услышать в исполнении Уайт Смита. Который я смогу читать. Да. Обои черная посуда, нас в хрущевке двое. То мы откуда задвигаем шторы, кофеек, плюшки, стын. Как прошел твой мини-выпуск? Я видела, что тебя уже начали узнавать в родном городе. Немножко. Это такое на самом деле. Чем вообще занимался? на этой неделе? Отдыхал, гулял с друзьями, которые у меня есть. Да, у меня есть друзья. Это не может не радовать. Тренил КС? Хоть немножечко. Один раз зашел, посмотрел и ушел. Книжки читал, фильмы смотрел. Что читал? Общался. Ну, вообще, я антиутопию люблю. «О дивный новый мир» сейчас читаю. И нам дали одну книгу. «Искусство учиться». Автор, я не помню автора, но
очень интересная книга, да. Очень познавательна. Джошуа. Да. Джошуа. Автор Джошуа. Ты вспомнил. Джошуа кто? Кто-то. Джошуа кто-то. Мы как раз в КС начали играть. Как-то видно то, что отдохнул. Потому что те, кто не отдохнул, у них немножко хуже получается играть, так скажем. Кирюха, твоя команда пришла на ЦИС Минор, поэтому ты летал домой не столько отдыхать, сколько заниматься оформлением визы в Берлин. Ты решил свой вопрос? Да, я приехал и на следующий день сразу в центр за срочной визой. Там была проблема одна. Нужно было билет в Украину купить, пока я в визовом центре был, в телефончике быстро купил. Вот. И в понедельник у меня ее уже сделали. Я еще очень переживал за то, что не успеют ее сделать, потому что у меня самолет в понедельник уже вечером был. И мне нужно было забрать загран и уже и на самолет сразу. Все обошлось и прям вообще все супер. На 3 года дали. Примерно за неделю до закрытой квалификации ты узнаешь, что ты проходишь в Нави спорткэмп. С этим были какие-то проблемы? Только после того, когда мы прошли открытую квалификацию, я сказал о том, что я прошел. Но мы также и решили, что типа я продолжу с ними играть. То есть и мы хотим пройти на минор. Нави разрешили, за что я очень благодарен. И я еду на минор. Как ты вообще готовишься к турниру, учитывая наш такой плотный график буткемпа? В свободное время я захожу, играю. И во время тренировок я просто не сижу там, сплю. Я, то есть соблюдаю режим. Самое главное, то есть выкладывать просто так, чтобы максимальную пользу извлекать из себя. А выпадает вообще возможность потренироваться со своей командой? Не всегда. У нас там есть кое-какой секретный, как это сказать, секретная тактика, как мы готовимся к минору. Вот, о ней я не буду рассказывать, но она есть. Суперсекретная техника мастеров тайдзюцу! Амиран как-то участвует в подготовке? Нет, но, как я помню, он мне там сказал, что подскажет кое-что, всякие типсы, трюки. 24 июля у вас уже первая игра. Как ты считаешь, ты готов? И в целом команда? Думаю, да. Мы полгода вместе играли. Они знают, как играют я знаю, как играют они. Я знаю, чего, как кем-то там можно воспользоваться в плане, знаю его лучшие стороны и худшие. То есть это все осталось. Так что я считаю, что мы можем даже какую-нибудь сенсацию сделать. А вообще ту недельку, пока вы отдыхали, ты успел хоть немножечко отдохнуть, увидеться с друзьями, выспаться? Да, я все это успел. Это была основной целью — сделать визу и встретиться с близкими, с родственниками, с друзьями. То есть и я все это сделал. Как они реагируют на проект, на комментарии, на видео, какие-то ролики? Они следят, все абсолютно следят. И друзья, и родственники, они все следят. Иногда даже шутят, когда смотрят наши влоги там и какие-то мемы там с поваром. Вообще скучился за ребятами, за буткемпом, за вашим режимом дня? Вот за режимом, дисциплина которая у нас здесь есть в плане режима, она мне очень нравится. То есть я знаю, что я буду делать, у меня все запланировано, я знаю, сколько я встаю, во сколько мне надо лечь по самочувствию, я понимаю и чувствую себя все время здесь хорошо. Твои планы на эту неделю? Продолжать тренировки, которые у нас здесь есть, а в свободное время тренироваться индивидуально, готовиться к минору. Задача выкинуть мячики так, чтобы они приблизительно были на одной высоте. Не умею. Больше не снимать. Непрерывно летят мяч. Я их просто перехватываю. А пока наши ребята усердно тренируются, напоминаем вам про голосование этой недели. Переходите по ссылочке в описании и голосуйте за своего фаворита этой недели. Чем чаще вы голосуете, тем больше вероятность того, что вы сможете выиграть Джерси Нави, Samsung Monitor Space, либо другие крутые призы. Переходите по ссылочке и делайте свой выбор.